Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 2 скумбрии. У скумбрии отрезаем плавники со стороны спинки, затем брюшко, отрезаем голову наискосок под плавники. Затем отрезаем хвост. Теперь разрезаем брюшко наискосок от плавников. Удаляем внутренности, черные пленки и кровь. Отрезаем плавничок. Вот такая рыбка получается. Повторяем процесс со второй скумбрией. Этому трюку меня научили в дорогом ресторане. Я всегда буду так готовить рыбу. Рецепт удивил всех моих гостей. Скумбрия в разы вкуснее лосося. Невероятно простой и доступный рецепт. Очень легко готовить. Жареная рыба уже в прошлом. Вместо надоевшего лосося я всегда буду вкусно готовить скумбрию. Рецепт из ресторана удивил всех гостей. Великолепный обед или ужин готовится из простых и доступных продуктов. Очень легко готовить. Рыба с овощами – это не только вкусно, но и очень полезно. Быстрый, простой и вкусный рецепт. Теперь на рыбе делаем надрезы на расстоянии 1 см друг от друга до хребта, не разрезая хребет. Вот так должно получиться. Переворачиваем рыбку и повторяем процесс со второй стороны. Аналогично поступаем со второй скумбрией. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях и поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить рыбу вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Перекладываем рыбу в удобную емкость. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю половину чайной ложки соли, черный перец по вкусу и по желанию, половину чайной ложки специй к рыбе, половину чайной ложки гранулированного чеснока, треть чайной ложки сушеного имбиря и треть чайной ложки сушеного розмарина. Розмарин разминаем в руках. Поливаем 2 столовыми ложками растительного рафинированного масла и хорошенько промазываем рыбку. Приготовим маринад. Нам понадобится 1 столовая ложка майонеза, 1 чайная ложка горчицы и 3 столовые ложки кетчупа. Перемешиваем. И хорошенько промазываем рыбку со всех сторон маринадом. Оставляем скумбрию промариноваться на 1 час. Затем форму для выпекания смазываем растительным рафинированным маслом. Перекладываем рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Займемся гарниром к рыбе. 1 репчатый лук нарезаем некрупным кубиком.
сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла, добавляем 20 грамм сливочного масла, растапливаем, отправляем лук в сковороду и обжариваем до появления легкой золотистости. Тем временем очищаем 2 зубчика чеснока. Теперь чеснок мелко нарезаем. Добавляем чеснок к луку, перемешиваем и обжариваем буквально 20-30 секунд, а тем временем на крупной терке быстренько натираем одну очищенную морковь. Добавляем морковь в сковороду, перемешиваем и обжариваем до полумягкости. Пока обжариваются овощи, 700 грамм шампиньонов очищаем. Периодически овощи перемешиваем. Теперь грибы разрезаем пополам и нарезаем не очень тонкими пластинками. Овощи перемешиваем, освобождаем центр сковороды и отправляем туда грибочки. Добавляем треть чайной ложки соли, чтобы грибы пустили сок. Перемешиваем и обжариваем до выпаривания жидкости. А тем временем займемся помидорами. Удаляем плодоножку, разрезаем помидоры пополам. И, придерживая за шкурку, натираем на крупной терке. Из грибов выпарилась жидкость. Освобождаем центр сковороды. Переливаем туда томатное пюре. Добавляем треть чайной ложки сахара. Перемешиваем и тушим 1 минутку. Затем смешиваем овощи с помидорами. И также протушиваем еще 1-2 минуты. Добавляем 250 мл сметаны, у меня 15% жирности. Перемешиваем, досаливаем по вкусу. Добавляем черный перец по вкусу. Перемешиваем и даем протушиться 3-4 минуты на умеренном огне. Тем временем рыбка приготовилась, посыпаем ее смесью черного и белого кунжута. И отправляем в духовку еще на несколько минут без фольги, чтобы подрумянился кунжут. А тем временем мелко нарежем несколько стеблей зеленого лука. Грибочки готовы. Подаем к столу. Перед подачей посыпаем зеленью.
Скумбрия также готова. Перекладываем ее в блюдо для подачи, посыпаем зеленым луком и наслаждаемся. Невероятно простой и доступный рецепт для всех. Даже богатая подруга подсела на этот рецепт. Скумбрия вкуснее лосося. Рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной. Если вы не знали, что приготовить на ужин, это идеальный рецепт для вас. Дешево и полезно, жареная рыба уже в прошлом. Отличная идея на обед или ужин для всей семьи, на каждый день или на праздничный стол. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 2 скумбрии. У рыбы отрезаем хвост, отрезаем голову, делаем это наискосок под плавники. Затем делаем надрезы с 2 сторон от хребта, не разрезая брюшко. Удаляем хребет, удаляем внутренности, и обязательно удаляем черные пленки. Вот такое филе получается. Перекладываем рыбу в блюдо. Повторяем процесс со второй скумбрией. Домработница миллионера научила меня этому трюку. Скумбрия вкуснее лосося. Рецепт рыбы удивил всех моих гостей. Невероятно простой и доступный рецепт для всех. Дешево и полезно. Вкусный рецепт из простых продуктов. Очень легко готовить. Рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной. Если вы не знали, как готовить вкусную рыбу в духовке, это идеальный рецепт для вас. Вкусный рецепт макрели из простых и доступных продуктов. Готовится на скорую руку. Прекрасный обед, ужин, отличная идея к праздничному столу. Я больше не буду жарить рыбу. Запеченная скумбрия в духовке с овощами. Приготовим маринад. Нам понадобится 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка соуса терияки, 2 столовые ложки майонеза, 1 столовая ложка медовой горчицы. Добавляем половину чайной ложки специй к рыбе, треть чайной ложки сушеного розмарина, треть чайной ложки сушеного молотого имбиря, пол чайной ложки сладкой копченой паприки и черный перец по вкусу. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока, и хорошенько перемешиваем все ингредиенты между собой. Смазываем рыбу маринадом и оставляем промариноваться на полчаса. Так как филе у нас разделано, этого будет достаточно. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Приглашаю вас к общению в комментариях, пишите свой отзыв о рецепте и делитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить скумбрию вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Займемся овощами. Нам понадобится 200 грамм стручковой фасоли. У меня свежемороженая. Я ее заранее не размораживала. Пересыпаем стручковую фасоль в миску. Также нам понадобится 1 сочный спелый томат. Нарезаем его довольно крупным кубиком. Добавляем к фасоли.
Добавляем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Добавляем соль по вкусу, я добавляю треть чайной ложки соли. Черный перец по вкусу. Добавляем треть чайной ложки итальянских трав, треть чайной ложки молотого кориандра, треть чайной ложки гранулированного чеснока и копченой сладкой паприки. Хорошенько перемешиваем овощи. Пересыпаем овощи в форму для выпекания и равномерно распределяем. Приготовим начинку для рыбы. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла, разогреваем, а пока разогревается сковорода, некрупным кубиком нарежем 1 репчатый лук. Отправляем лук в сковороду и обжариваем до золотистости. Пока обжаривается лук, очистим 3 зубчика чеснока и мелко нарежем. Добавляем чеснок к луку, перемешиваем и продолжаем обжаривать на умеренном огне. А пока обжариваются овощи, некрупным кубиком нарежем 1 морковь. Добавляем морковь в сковороду, перемешиваем, обжариваем до полумягкости. Пока обжариваются овощи, некрупным кубиком нарежем 1 сладкий болгарский перец. Добавляем перец в сковороду. Добавляем соль по вкусу, я добавляю треть чайной ложки, черный перец по вкусу. Перемешиваем и обжариваем до полумягкости. Пока обжариваются овощи, мелко нарежем 2 довольно крупных стебля зеленого лука. Добавляем лук в сковороду, перемешиваем и выключаем огонь. Начинка готова. На стручковую фасоль выкладываем филе рыбы, на одну половину филе выкладываем половину начинки. Накрываем вторым филе. Повторяем процесс со второй рыбкой. Смазываем скумбрию оставшимся маринадом. Теперь форму для выпекания накрываем фольгой и отправляем рыбу с овощами в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут до готовности овощей и скумбрии. Смотрите по своей духовке. Запеченная скумбрия с овощами готова. Подаем к столу. Скумбрия получается невероятно вкусной, мягкой, сочной. Овощи прекрасно гармонируют с рыбой, они получаются пряными и ароматными. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Скумбрия вкуснее
вкуснее лосося. Простой рецепт без обжаривания. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Идеальный рецепт скумбрии с овощами. Просто приготовьте скумбрию, вся моя семья в восторге. Вместо надоевшего лосося готовлю запеченную скумбрию. Подруга из Кореи научила меня так вкусно готовить скумбрию. Рыба на каждый день и на праздник. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 2 тушки скумбрии. У рыбы отрезаем хвостик, отрезаем голову, делаем это наискосок под плавники. Затем у скумбрии разрезаем брюшко, делаем это наискосок от плавника, удаляем внутренности черные пленки. Отрезаем плавник и тщательно промываем рыбку под проточной водой. Вот такая скумбрия получается. Повторяем процесс со второй рыбой. Готовлю скумбрию вместо надоевшего лосося. Рецепт удивил всех моих гостей. Скумбрия точно вкуснее красной рыбы на праздничный стол. Или на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Жареная рыба уже в прошлом. Рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной, дешево и полезно. Невероятно простой и доступный рецепт, очень легко готовить. Блюда из рыбы готовятся из простых и доступных продуктов. Этому трюку меня научила корейская семья. Теперь на рыбе делаем надрезы со стороны спинки на расстоянии 2-3 см друг от друга, не разрезая хребет. Вот такая рыба получается. Приготовим маринад для рыбы. Нам понадобится 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка французской горчицы в зернах, добавляем половину чайной ложки соли, черный перец по вкусу и по желанию, половину чайной ложки специй к рыбе, половину чайной ложки кориандра и половину чайной ложки гранулированного чеснока. Перемешиваем. Маринад для рыбы готов. Смазываем рыбку со всех сторон, не забывая про надрезы и брюшко. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Приглашаю вас к общению в комментариях, поделитесь своим отзывом о том, как любите готовить скумбрию вы, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Оставляем рыбу промариноваться на 1 час. По истечении времени приготовим овощную подушку для рыбы. Нам понадобится 5 картошек. Картошку очищаем и нарезаем соломкой. Отправляем картошку в миску. Также нам понадобится 1 довольно крупная морковь. Морковь также нарезаем соломкой. Добавляем морковь в миску.
Полукольцами нарезаем один репчатый лук. Разделяя полуколечки друг от друга, добавляем лук к овощам. «300 грамм краснокочанной капусты нарезаем соломкой. Добавляем капусту в миску с овощами. Также нам понадобится 5 зубчиков чеснока. Чеснок очищаем. Теперь чеснок нарезаем некрупным кубиком. Добавляем к овощам полпучка зеленого лука, мелко нарезаем. Отправляем зеленый лук в миску. Добавляем к овощам 3 столовые ложки растительного рафинированного масла. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю половину чайной ложки соли. Добавляем черный перец по вкусу. Половину чайной ложки сушеной зелени, половину чайной ложки куркумы и половину чайной ложки сладкой копченой паприки. Перемешиваем. Перекладываем овощи в форму для выпекания и равномерно распределяем. Теперь на овощную подушку выкладываем рыбу. Зафаршируем скумбрию. Нам понадобится полпучка укропа. Укроп разрезаем пополам и закладываем укроп в брюшко рыбы. Также нам понадобится четверть лимона. Лимон нарезаем тонкими полукружочками. И закладываем в брюшко рыбы по полпорции лимона. Теперь нам понадобится 2 некрупных томата. У помидор удаляем плодоножку, разрезаем пополам и нарезаем на скибочки. Закладываем помидоры в надрезы скумбрии. Оставшиеся помидоры раскладываем по овощам. Накрываем форму для выпекания фольгой и отправляем рыбу с овощами в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут, смотрите по своей духовке, до готовности рыбы и овощей. Фаршированная скумбрия с овощами готова, подаем к столу. Если вы не знали, что приготовить на ужин, этот рецепт просто находка. Рыба с овощами — это не только вкусно, но и очень полезно. Быстрый, простой и вкусный рецепт. Вместо надоевшего лосося готовлю запеченную скумбрию. Рецепт вкусной рыбы без заморочек. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.